Дня, друзья мои, хочу провести с вами маленькую такую беседу. Может быть, эта информация вам будет полезна, поскольку мы все люди, мы все живем среди людей, мы не живем где-то там в джунглях. Обособленно, конечно, приходится сталкиваться иногда интересами. Вы знаете, что ненависть людей, если вы не обращаете на ненависть внимания, если вы спокойно идете вперед, ненависть людей вас усиливает и толкает вперед. Я вам сейчас объясню эту технику, и вы поймете, насколько глупо переживать и думать, и отдавать свои силы, нервы из-за того, что вас кто-то ненавидит. Я думаю, что вам даже это понравится, для вас это станет какой-то игрой, как вам сказать, какой-то необычной викториной, каким-то розыгрышем, что ли. Вообще очень многие люди, которые смотрели мой канал и смотрят, на жизнь начали смотреть по-другому. Ну, например, я объяснила людям, что, поклоняясь рукотворным каким-то штучкам, в которых нет энергии, силы живой, да, мы говорим животворящий крест. А чем он животворящий, если это кусок металла? Возьмите ложку, сделайте из него животворящий крест, это та же самая ложка будет. Так вот, поклоняясь неосуществленным каким-то невоодушевленным предметам, человек отвернулся от сил, от настоящих сил, которые вели его и его род много тысячелетий. И тем самым сделал себе самопорчу каждый день. Осеняя себя крестом, закрывая замком все свои энергии, которые отходят от нас, человек закрыл себе благополучие, закрыл свое будущее, то есть делал самопорчу. Идя постоянно, целуя мощь, то есть умершие части тела, и навлекая на себя гнев той сущности, которая когда-то владела этим телом, человек навлекает на себя беду. И идя туда, где толпа больных, несчастных коллег и изуродованные судьбой люди, постоянно пытаясь у Бога, которому по сути, так как оказалось как-то параллельно наша судьба, вымаливая и прося помощи, человек на себя наводит самопорчи. Но об этом я очень много говорила. И когда человек освобождается от этого всего, когда клеймует человека, когда закрывает ему, в народе говорят, третий глаз, когда ему, значит, вот это обряд крещения, там обряд, еще прочее, очень много. То есть, зомбирование по-другому, постоянное призвание к себе, приходите, и закрывает, окутывает чем можно больше и прочее. Самое интересное, когда и венчают мужа и жену и говорят, венчаем во славу Израилева. И вот так интересно, русские люди венчаются во славу Израилева, а про себя как-то забыли. И мы забыли, что в той же Библии сказано «не сотвори кумира», но почему-то этих кумиров очень много сотворено. Но там же сказано, что живой он там, и храм его везде, и не ограничен он, да, и пьедестал мои ноги, сказал Господь Бог, и прочее. В общем, путаница целая. Не будем об этом. То есть я хочу сказать, что этого недостаточно, еще и человек поворачивается и все время оглядывается на людей, которые его ненавидят, которые его обсуждают. Великий Конфуций сказал такую фразу: если все время останавливаться, чтобы кидать камень на собаку, которая на тебя лает, то путь твой останется непройденным. Дорогие друзья, посмотрите видео, ролики и прочие знаменитости. Кто там их обсуждает и обсирает? Скажите мне, пожалуйста. Тетеньки, которые уже как кастрюльки сидят на диване после 20-го брака, не добившись ни счастья, ни любви, ни уважения, ни карьерного роста, ни телесной красоты, ничего. Они сидят и обсуждают. Ой, у Шерон Стоун ноги какие-то не такие,
какая же она знаменитость, да таких же ж полно. И на кого она похожа, но подумаешь, там сколько миллионов долларов получает, а сами внутри слюной давится и говорит для себя, чтоб ты сдохла со своими миллионами. То есть о чем это говорит? По большому счету, да, если подумать. О чем вообще это говорит? Это говорит о зависти, это говорит о ненависти. Вот я так не могу, и пусть подохнут все, кто так смог. Человеческая лень, нежелание пересмотреть себя, нежелание поменять свою жизнь, нежелание что-то сделать. Никогда не поздно. И в 40 лет начинать жизнь, и в 50. Никогда не поздно. В любом случае ты уйдешь с этого мира сознанием того, что ты хоть что-то сделала в этой жизни, что ты не зря прожила. Согласна со мной? Но многие люди предпочитают ненавидеть тех, которые чего-то добился. Когда человек сам достигает высот, он понимает, насколько это тяжело. Он понимает, насколько это просто выше человеческих сил, насколько это титанический труд, особенно в больших городах, особенно в Москве, где никого ничем не удивишь, избалованной публикой. Надо быть настолько уникальным, чтобы удержаться. Помните знаменитые слова Хюррем Султан? Подняться туда не так сложно, сложнее всего удержаться там. И вот очень многие, которых подняли туда, помогли там, из-под попы там дали пинка, чтобы подняли вверх, там раскрутили, разрекламировали, прочее. Да, они поднялись туда, но вот удержаться не смогли. Знаете почему? Потому что власть не любит фальши. А это тоже власть. Власть над людьми, власть над своей судьбой. Это не просто слова. И этим не каждый человек обладает. Я уже говорила о том, что быть безвестности, умереть безвестности или быть известным – это как два чудовища, Сцилла и Харибда. И та чудовище, понимаете, пожирающее человека. Если человек ничего не достиг в этой жизни, он уходит сознанием того, что он зря жил на этом свете, что он лишний был в этом мире, и от него память не остается. Если человек достиг чего-нибудь, то он ходит сознанием того, что очень многие стали его ненавидеть, и друзья, которые вчера любили, резко стали отдаляться. То есть и в одном, и во втором случае это чудовище, и не знаешь, кого из них выбрать. Но я думаю, что если уж и там есть страдания, то лучше я буду страдать знаменитой, богатой, известной, чем буду страдать безвестности, покрывшись жиром, обрастая там долгами, проблемами, правда ведь? Ну, я предпочитаю второе чудовище. Может, я такая сластолюбивое, властолюбивое создание. Ну, вот такая я. Я уже говорила вам, что гордыня – это прекрасное вообще качество. Когда в нас пытаются подавить все человеческое хорошее и превращать в баранов, говоря, что любить и, значит, заниматься любовью нужно только для продолжения рода, и что стремиться поесть вкусно – это есть, значит, чревоугодие, стремиться хорошо одеваться – это есть нескромность. Но у меня тогда вопрос к людям, которые это проповедуют, а сами почему разъезжают на самых дорогих ланд-крузерах, и почему они едят так, знаете, не очень сытно. По их фигурам я бы не сказала, что они питаются Святым Духом. И наверняка они тоже любят покушать, и больше, чем кто-либо. Наверняка, знаете, нескромность и неудержимость как раз у них есть. Поэтому посмотрите на людей, которые вам это проповедуют. Они должны своим примером это показывать. Своим примером. Так вот, что происходит в жизни человека, когда он начинает достигать высот? Мы говорим, друг познается в беде. Но не только в беде, друзья мои. Друг познается еще и в радости. Когда ты говоришь, слушай, мне должны вот это вот обещали, я скоро вот то сделаю, и это сделаю. Давно хотела, мечтала, не получилось. Вот сейчас у меня все получается, и друг говорит, ой, ты молодец, как хорошо, искренне радуется. А когда после таких слов, что у тебя там дали какую-то хорошую должность, или тебя отправляют, ну, не знаю, послом куда-нибудь и в такую престижную работу, ну, заслужил человек. И друг так молча, вот ты знаешь, мне что-то вот прям не верится, что там что-то хорошее есть. То есть ломает тебя изнутри, сразу же показывает, что
ну, как-то вот не верится, что там что-то хорошее тебя ожидает, поэтому зря ты так особо радуешься сразу. Не следует так радоваться, да. Это говорит о том, что другу стало очень плохо от того, что у тебя что-то получается, и что это был совсем не друг. Но, к сожалению, мы в своей жизни очень часто считаем за друзей тех, которые потом доказывают свое не совсем дружелюбное отношение к нам. Но бывает уже поздно, да? Как говорится, получаешь в спину нож от тех, кого ты защищала грудью. Это всегда так. И не только, скажем так, друзья, это могут быть любимые люди в жизни. Но нас учат, нас делают крепче стали. Если человек сильный, он еще сильнее становится, жестче, принципиально. Если человек слабый, он ломается, собственно говоря, естественный отбор. Дорогие друзья, учтите одну вещь. Чем вы больше выше подниметесь, тем больше будут желающих рядом с вами присмыкаться. Никогда не путайте лесть и двуличие с настоящей радостью, дружбой и с настоящей любовью. В моей жизни, пока я набралась опыта, пока я поняла себя саму и эту жизнь, и этот мир, было очень много совершено ошибок. Почему я с вами говорю, беседую, и мне бы хотелось молодых людей удержать от глупости. Почему? Потому что очень часто лесть и двуличие мы воспринимаем как дружбу. К сожалению, люди, которые поднимались резко, вот, помогли им, помогли, чтобы они чего-то достигли, через них зарабатывали, да, скажем так. И вокруг них собиралась такая толпа лизоблюдов. Ой, ты хорошенькая, ты такая умница, ой, как мы рады, счастливы и прочее. И она купалась в лучах славы. Этих примеров несколько есть перед вашими глазами. Вы знаете, знают те, которые изначально мой канал изучили, знают, о каких людях я веду речь. Но таких людей-то много, не только они. И вот что происходит. Наверняка она сидит сейчас, перелистывает свои старые ролики полгода назад, год назад, и смотрит, как она купалась в лучах славы, молодая, красивая, вся из себя сделанная, там и прочее, и все у нее было прекрасно, и было великое будущее, какие-то школы открывались, какие-то центры открывались, какие-то великие проекты были впереди. И что случилось? Все рухнуло. Стоило этому человеку просто затронуть ту, которая действительно реально относится к этим силам, и все у нее рухнуло, все закончилось. Сейчас есть такие жалкие крохи. Знаете, вот как умирающий перед агонией там пытается что-то еще, глаза открыть, как-то цепляется за эту жизнь, но уже уходит, поэтому уже не от нее зависит, останется или нет. Это уже процесс, который запущен. И пытается в агонии придумывать какие-то новые проекты, что-то новое, но все пусто, все останавливается на полпути. Знаете почему? Потому что за этим всем ничего не стоит. За этим не стоит опыт, за этим не стоит знание. И за этим стоит очень глупое понимание того, что если тебя расхваливают, значит, ты великолепна. Но дело в том, что люди, которые тебя сегодня хвалят, завтра будут расхваливать другую. Очень просто и легко. Почему? Потому что люди, по сути, свои эгоисты. И они должны все время получать информацию. Они должны получать то, зачем к тебе пришли. Если они этого не получают, то они разочаровываются и со временем отходят. И уж тем более, если ты пытаешься им что-то продать, и если проданное тобой пусто, и ничего там не приносит и не говорит, то есть не оправдывает надежд, за которым к тебе пришли, очень быстро от тебя отворачиваются. Поэтому люди, не имея опыта, когда поднимаются резко, они резко и падают, потому что у них нет опыта, у них нет опыта властвовать. Они не знают, как себя вести. Они ведут себя дешево. У них начинается истерика. У них начинается паника, нервы. А когда нервничают, совершают ошибку за ошибкой, то есть дешевят себя еще больше и падают вниз. Давайте вот приведем пример из истории. Люди, которые с трудом, через страдания, мучения поднимались к власти, они там удержались до конца своей жизни. Приведем пример Екатерины Великой, которая ей было 15 лет, София Фредерика Амалия Ангальцербская. Фике ее называли. Здесь она приняла православие с именем Екатерина. И поскольку ближайший соратник Елизаветы Петровны Алексей
Бестужев являлся ее крестным отцом, по-моему, Бестужев, если я не ошибаюсь. Или, я уточню, я сейчас не помню, фаворит Елизаветы. Может быть, Бестужев, да, насколько история. Да, есть еще другой вариант, ее любовник. В любом случае, один из них был ее крестным отцом, и она взяла имя Алексеевна. Почему вы думаете, она это сделала? Для начала, для того, чтобы понравиться русскому народу. Потом, поняв, что царь слабенький, и народ на этого царя не надеется, она как можно больше давила на любовь к России. Она заказывала свои портреты в кокошнике, она пела русские песни, она учила русский язык. Очень интенсивно учила. Она изучала все традиции, она отстранила от себя немцев. Когда была в Санкт-Петербурге, то, естественно, сырой климат Петербурга ей не подошел. И в то время самое популярное, самое любимое это кровопускание было. И ей пускали кровь в день несколько раз. Она, шутя, потом говорила, что всю немецкую кровь с нее выпустили в тот момент. Она пыталась понравиться Елизавете. Елизавета была капризна, она была красивая. Екатерина была некрасива. У нее была короткая шея, поэтому манжеты постоянно создавали у нее ощущение длинной шеи. Елизавета могла приказать не одеть то платье. Екатерина молча подчинялась. Она сделала все для того, чтобы однажды властвовать. Она много лет в мучениях, в таком состоянии презрительного раба ждала своей очереди, но училась, наблюдала за ней, но даже после того, как она села на трон, она не отнеслась презрительно к Елизавете, она ей была благодарна, и все, что мы о Елизавете знаем, мы знаем, по сути, от книги Екатерины Великой, все рассказы о ней. То есть она даже не опустилась до уровня сплетницы, чтобы говорить, она, по сути, была ее свекровью, хотя была теткой мужа, без разницы. Она ее восхваляла, она говорила, что она была великолепная красавица. Вы знаете, что Екатерина Великая иногда приносила фрукты, угощения своим друзьям лично сама. И когда, говорят, во время рассказа, не глядя на служанку, они видели ее руку с крупным бриллиантом, понимали, что это сама Екатерина. Это был жест уважения к друзьям. Она сама стирала свои манжеты, потому что лучше нее никто не мог стирать ее вот эти белые манжеты. Императрица стирала манжеты свои. Она никогда не позволила себе повысить голос на служанок. Она их называла на «вы», всегда благодарила, просила, благодарила. И для нее слова «пожалуйста», «спасибо» были просто привычным делом. И что это принижало ее царское достоинство? Нет. Чем больше она была на уровне высоком, чем уважительно она относилась вокруг себя находившимся людям, тем выше ее ценили и любили, как аристократку. Потому что аристократизм не есть вы все черви и собаки, а я вот единственная такая всемогущая. Поэтому люди, которые берут на себя смелость брать слово императрица, они должны соответствовать императрице. Императрицы на помойках не валяются. Императрицы по помойкам и к их духам не шастают. Императрица ведет себя как императрица. И я хочу вам сказать, что те, которые себя называют императрицами, по сути, самозванно себя коронуют, очень могут оказаться на улице где-то. Почему? Потому что это слово, оно носит огромную энергетику. Вы поосторожнее со словами, когда себя как-то называете королевой, императрицей, не знаю, королевство и прочее, нужно быть осторожным с этими словами. Эти слова носители власти, силы, понимаете? Если вы не оправдаете, они вас накажут. Так неприятно ли более, когда тебя называют, вот она такая вот для нас, чем ты сама себя называешь? Есть и в притчах Иисуса такой момент. Когда приходишь, садись за край стола. Ведь намного приятнее, если тебе скажут: брат мой, иди садись во главе стола, ты этого заслужил, чем если придешь и сядешь во главе стола, и тебе скажут: встань отсюда и уйди, ибо это не твое место. Понимаете? Всегда старайтесь, чтобы вас восхваляли другие. Всегда старайтесь, чтобы вас превозносили другие.
но не себя коронуйте, потому что все узурпаторы, которые пытались себя короновать, начиная от Наполеона и заканчивая другими завоевателями, которые хотели себя короновать, да, они закончили плохо. Когда завоевывали не свое, всегда это все отбиралось и отнималось. Кроме того, мой вам совет, умейте проигрывать достойно. Умейте проигрывать достойно, не мелочиться, не опускаться до какого-то уровня базарного. Умейте проигрывать достойно. Если помните, был в Европе, в Испании было арабское эмирство когда-то. И вот когда султан Эмирата, созданного на земле испанцев, был изгнан Елизаветой Арагонской, нет, Арагонская, по-моему. Да, я уже путаюсь немножко, это настолько долгие истории и факты. Так вот, когда он был изгнан, повернулся на свой город и начал плакать, то мать его, Фатима, сказала: не плачь как женщина над тем, что ты как мужчина не сумел удержать. Если поняли, что проигрываете, проиграйте достойно. Выйдите из ситуации с достоинством. Люди, которые вас ненавидят, они питают вас. Они вас питают. Вот представьте, человек сидит и представляет: у нее сейчас появится машина, у нее сейчас дом появится, как я ее ненавижу. Она представляет это все. А вы знаете, что визуальные мысли, мысли, которые созданы в порыве, в этом, вот знаете, в эмоциональном состоянии, они сбываются. Эти люди представляют для вас будущее. Все, кого не хотят в президенты, становятся президентами. Все, кого не хотят в министры, становятся министрами. Когда люди выступают против войны, случается война. Почему? Потому что Вселенная, видимо, не понимает слова «нет». Когда человек мыслит о том, как я не хочу, чтобы она хорошо жила, она как бы отправляет посыл тебе: живи хорошо. Дорогие друзья, всегда нужно ориентироваться вперед. Я уже об этом снимала видео, да, иди вперед без оглядки. Когда пытаются тебя облаять, всегда хотят сбить тебя с курса, чтобы ты на время отвлеклась на них. Иногда бывает, мы поддаемся, мы же живые люди, бывает, что поддаемся, особенно когда начинает говорить то, что вообще несправедливо и неправда, абсолютная ложь. Да. Потом ты понимаешь, что цель этого всего просто скинуть тебя оттуда. И когда ты перестаешь реагировать, вот эти пауки в банке, которым нужна энергия, они хотят энергии твоей. Когда они этого не получают, они начинают жрать друг друга. Вот попробуйте так сделать. Сколько было директоров, сколько было руководителей, которых пытались снять. Она просто приходила на работу, как ни в чем не бывало, и уходила. Ни с кем не ссорилась, ни с кем не скандалила. Она прекрасно знала, что на нее пишут жалобы. Она знала, что ее предают, что за спиной там шушукается. Она делала вид, что ничего не понимает. И те, которые пытались ее снять, рвали, метали и уходили. Потому что они не могли ничего сделать. А она как была, так и остается. И до сих пор многие директора, если вы сталкиваюсь с такими историями, наверняка подтвердите, что такие люди и до сих пор сидят там. Потому что они не питали их своей энергией. Не питали, все отрезали. Я вам сколько раз говорила, никогда не спорьте, никогда. Если люди приходят спорить, они спорят. Если люди приходят облаивать, у них нету цели. Даже если ты будешь святым человеком, то у тебя все равно найдут изъян. Так стоит ли им что-либо объяснять и прояснять? Запомните, чем выше будете подниматься, тем больше людей будут облаивать вас. Почему? От бессилия. Потому что им хотелось бы быть на твоем месте. Многие захотят на твоем имени сделать себе имя. Но они не учли один факт, что люди, которые прибежали послушать тебя, да, ой, что ты там говоришь интересное про нее, ну-ка, ну-ка. Когда увидели пустословие, когда увидели, что нету там дела, работы, то есть для того, чтобы кого-то обсудить, запомните, вы должны быть лучше этого человека и выше. Потому что это большой риск. Потому что повернется толпа в твою сторону, побежит тебя послушать. И если толпа поймет, что ты хуже, они высмеют тебя и повернутся обратно. И если поймешь, что ты лучше, останется у тебя. Поэтому прежде чем кого-то обсуждать, ты должен быть 1000000% уверен, что ты лучше этого человека. Что ты сможешь такие аргументы, такие факты привести, такой высший пилотаж показать в том деле, в котором якобы он показывает, да, что никаких сомнений у людей не останется. Это лучше.
правильно она делает, что обсуждает, молодец, вот и хорошо. Понимаете, вот люди так устроены, мы все так устроены. Если я услышу о том, что кто-то обсуждает, скажем, того же Леонтьева, да, или там говорит, я пою лучше, чем Леонтьев, я заинтересуюсь, я скажу, ну-ка, дайте послушаю. Если я услышу действительно реальную песню, я скажу, ну, правильно, молодец, да, лучше поешь. Хотя у Леонтьева другие заслуги есть, он уже много лет на сцене. Но в любом случае неплохо. Но если я увижу, что там карканье вороны, и человек обсуждает, высмеет Леонтьева, я скажу, да пошел бы ты. Ты кто вообще такой, чтобы его вообще обсуждать? Ты что на себя берешь? Какую смелость? Ты-то нам что показал такого необычного, чего мы у него не видели? Понимаете, вот мы всегда так будем делать. Поэтому, друзья мои, когда хотят на твоем имени подняться, они должны знать, что это большой риск. Они могут быть обсмеяны всеми, если они будут не лучше тебя. Если будут лучше, конечно, флаг им в руки. А если не будут? Следующий момент. Всегда будут стараться к тебе лезть в друзья. Очень часто я слышала в последнее время, Инга, мы с Ингой, вот я и Инга и так далее. Я попросила прекратить такие разговоры, потому что я и Инга не существуют. Я еще раз говорю, у меня есть один друг. Она не подруга, не подружка, друг. Это для меня как сестра. Ольга. Я, если кого-то когда-нибудь зарекомендую, это Ольгу, потому что я знаю, что мне, кроме благодарности, человек больше ничего не скажет. И никогда не скажет, да кого ты мне там, кому ты отправила. Нет. Скажет, спасибо большое, низкий поклон, вот хорошо, что я к ней попала. Вот так мне скажут, и мне так будет приятно. Понимаете? И то, насколько мы сильные с ней энергетические люди, что у нас WhatsApp виснет, Viber виснет, когда разговариваем, и мы живем на разных территориях, в разных странах. То есть нас даже не соединяет воедино, поскольку мы никогда в жизни не брали на себя какую-то смелость, наглость обсуждать работы друг друга. Мы никогда не советуем, как лучше. Мы знаем, что мы и так знаем. Понимаете, с полуслова. Но я хочу сказать, что даже мой близкий человек не говорит мне, сделай вот так, и я ей не говорю. Я никогда не лезу в ее личную жизнь, она в мою. Мы можем советы давать, но чтобы мы лезли, мы не простые женщины, чтобы лезли. Мы понимаем, для чего нам этот период нужно пройти, для чего мы мучаемся или для чего мы радуемся, и надолго ли это все. То есть, понимаете, даже в дружбе между сильными людьми должна быть корректность, должна быть определенная зона, которую переступать нельзя. Люди, которые вас ненавидят, питают вас. Я приехала в Москву с одним чемоданом. Вокруг меня были одни враги, ненавистники, люди, которые вчера у меня брали деньги, люди, которых я вчера приутила, чтобы на улице не остались, они стали моими ярыми врагами, и не только они. Вокруг было очень много злости, ненависти. Мне было тяжело. Я задыхалась. И в один момент я поняла, что я питаю этих людей всех своей энергией. Я пытаюсь им доказать, что я не такая. Я пытаюсь им напомнить, что я же вам помогала, как же вы так можете. И я обрубила все. Вы знаете, дорогие друзья, некоторых из них нет в живых. Некоторые пошли по жизни под откос, некоторые болеют и болеют. Хочу вам сказать, когда я плюнула на всех и просто начала идти вперед, смотреть вперед, а не назад. Что они мне говорят? У меня все получилось. Точно так же должно получаться у вас. И те, которые высмеивали 5-6 лет назад, мол, ой, 2 месяца тут поживешь и уберешься и прочее, прочее. И Москва не для таких, как ты. Вот как ни странно, Москва их убрала, они не в Москве, никто из них сейчас. А меня почему-то она удержала. Представляете? Почему? Потому что я перестала их питать своей энергией. И я вам советую делать то же самое. Чем больше вас будут ненавидеть, тем хорошо для вас, тем быстрее вы подниметесь, дорогие друзья. Потому что они питают вас своей силой. Если человек пытается тебе навредить, а ненависть всегда переходит в действие, запомните, просто так никто не ненавидит, они всегда пытаются что-то сделать, какую-то подлянку устроить, это в любом случае. Но все будет срываться. Стоит вам не обратить на это внимание, все будет срываться. Стоит вам повернуться к ним, начать что-то доказывать, у вас по новой все начнется. Запомните одну истину. Судьба меняется только тогда, когда ты перестаешь на нее реагировать. Все. Когда человек перестает реагировать на свои долги, трудности, бедствия и прочее, прочее, судьба начинает меняться. С того момента, с той секунды меняется. Как только ты говоришь, все, ничего не хочу помнить, знать, я должна идти вперед. Больше ничего. Неважно, что там было сзади, закрыла страницу и пошла вперед.
Пусть вас ненавидит. Это очень полезно. Удачи!